Добрый день, коллеги! Вот заварной хлеб передо мной, не просто заварной, а заварной на пиве. Несколько технологий применено для его приготовления. Ну а какие, давайте посмотрим вместе в этом видео. Ну, какой заварной хлеб без тмина? Понятно, никакой. 8 грамм тмина нам потребуется. И 650 миллилитров темного пива. Какое пиво брать на этот хлеб? Ну, на самом деле, по моему глубокому убеждению, есть только две страны, где умеют готовить пиво. Это Германия и Бельгия. Совершенно разное пиво они делают, но в своем роде каждая из них уникальна. Поэтому прежде чем купить Балтику, подумайте, может быть, имеет смысл синвестировать 200 рублей в нормальное пиво. Женская половина зрителей может задать вопрос, что же делать с остатками пива. Отдайте эти остатки мужу, он точно найдет им применение, и это не будет выпечка хлеба. Пиво и тмин тем временем доводим до кипения и завариваем ими 300 грамм обойной ржаной муки. Рецептура на 1 килограмм муки без учета муки в закваске. 90% ржаной обойной муки и 10% пшеничной муки входят в состав этого хлеба. Вся вода по рецептуре заменяется на темное пиво. Завариваем в несколько приемов, после чего добавляем солод белый, не ферментированный, 30 грамм. И еще раз все хорошо перемешиваем. Заварной хлеб готовится в Прибалтике, России, в Белоруссии. А вот пиво добавляется в хлеб в Германии, поэтому хлеб такой у нас получается мультикультурный, где смешиваются несколько технологий. Такой эксперимент, что было бы, если бы прибалты готовили заварной хлеб на пиве. Заварку осахариваем в течение 4-5 часов при температуре 65 градусов Цельсия. Заварку остужаем до 35 градусов Цельсия и добавляем к ней спелого теста. Заварка замечательно пахнет теплым пивом и тмином. Ну а рецептура спелого теста приведена слева на экране для традиционной закваски. Для тех, кто еще не развел КМКЗ и печет по старинке. И рецептура спелого теста на КМКЗ для длительного брожения. Спелое тесто – это еще одна технология, которая применяется для приготовления заварных хлебов, и не только, она универсальна и очень хорошо применима в домашних условиях. Температура брожения сквашенной заварки должна составлять 30 градусов Цельсия, а время брожения от 10 до 12 часов. Вот еще раз покажу один из способов поддержания температуры. Это кабель, подогревающий для террариумов. Он у нас кладется под посудой с заваркой. Температура такого кабеля обычно около 45-50 градусов Цельсия. И регулируя его длину, можно регулировать температуру. Заквашенная заварка обладает очень интересным цитрусовым ароматом. Пахнет просто замечательно. Интересно, что пивом она больше совершенно не пахнет. На вкус кислая, с сладковато-горьковатыми нотами. 5 грамм дрожжей, разведенных в минимальном количестве воды, добавляем к заквашенной заварке. Соль от 15 до 20 грамм и сахар 40 грамм. Все это хорошо перемешиваем без добавления воды. Для жителей России соли надо взять 15 грамм, а для жителей Германии соли надо взять 20 грамм. Мука ржаная обойная 550 грамм и мука пшеничная второго сорта. За неимением второго сорта можно взять первого сорта или обойную 100 грамм муки пшеничной. Аромат цитрусовых передается тесту, впитывается в свежую муку, и уже на стадии замеса
можно сказать, что результат должен получиться весьма необычным. При необходимости добавляем в тесто воды. В этой рецептуре то, что я показываю, это только ориентировка. У каждого своя мука, свое пиво и будет своя влагоемкость теста. Время брожения 1 час 30 минут, 1 час 45 минут. Желательная начальная температура 30 градусов Цельсия. Если она у нас не достигнута, то ставим тесто в духовку и подогреваем его до нужной температуры. По окончании брожения приступаем к формовке батона. Тут ничего нового, формуем при помощи обойной муки ржаной. Пиво содержит солод, темный, солод светлый, хмель, воду и дрожжи. Ну и, естественно, продукты брожения – это спирт. Когда я готовился к выпечке этого хлеба, меня беспокоил один единственный вопрос: не остановит ли хмель, который присутствует в пиве, кисломолочное брожение. Результат показал, что нет, не остановит, все работает прекрасно. Ну, тут, может быть, все будет зависеть от того, какое пиво вы возьмете, потому что есть сорта пива, которые содержат большое количество хмеля, и есть сорта пива, содержащие незначительное количество последнего. Показателем большого содержания хмеля в пиве является горький вкус. Хмель в пиво добавляется как на стадии варки сусла для того, чтобы подавить кисломолочное брожение, так и в конце брожения добавляется холодная вытяжка хмеля для создания различных ароматов. Богатый витаминный комплекс присутствует в пиве. В первую очередь это витамины группы В. К сожалению, все сказанное не касается пива, произведенного в России, которое является, по сути, кислой водой с добавлением алкоголя. При формовке нужно отложить 30 грамм теста, добавить к нему 25 миллилитров воды и перемешать. Это по традиции у нас будет смазка поверхности хлеба перед выпечкой. За прототип производства такого хлеба мной были взяты латвийские сорта ржаного хлеба, предполагающие длительное брожение опары с добавлением спелого теста, естественно, тмин. В этой технологии я заменил воду на пиво и добавил в тесто дрожжей, поскольку сквашенная длительным образом заварка, она очень кислая, тесто разрыхляется плохо, и небольшое количество дрожжей, именно 5 грамм на 1 килограмм муки, должно способствовать лучшему разрыхлению и подъему теста. Окончательное время брожения заготовки должно составлять 1 час, и выбраживаем это все вот таким вот образом под колпаком. Перекладываем тестовую заготовку на доску, подсыпанную ржаными отрубями, и смазываем ее сверху при помощи жидкого теста, которое мы приготовили. Это должно предотвратить подрывы. Если вы сейчас попробуете жидкое тесто, которым смазываете заготовку, то оно даст вам представление о вкусе будущего хлеба. Выпечка в хорошо прогретой духовке. Первые 5-6 минут температура 300 градусов Цельсия, и затем примерно 40 минут допекаем при температуре 190 градусов Цельсия. Готовый хлеб после выпечки смазывается крахмальным кисельком, 5 грамм крахмала, неполная чайная ложка, 100 мл холодной воды доводим до кипения. Альтернативно можно сбрызнуть хлеб холодной водой за 3 минуты до окончания выпечки. Ну что ж, коллеги, интересная технология, интересный аромат у хлеба получается, вкус кисло-сладковатый, хлеб хранится
долго, аромат сохраняется долго. Вне всякого сомнения буду эту технологию пробовать и дальше, буду ее обкатывать, посмотрим, что получится. Мякиш плотный, слегка липковатый, но это допустимо для заварного хлеба с таким количеством муки в заварке. Главное, чтобы не лип при нарезке к ножу. Ну а я на этом с вами прощаюсь и до следующего раза.